Всем привет! С вами Янина, и это проект «Дикое поливание». Мы продолжаем свою охоту на негодяев и мерзавцев, причастных к преступлениям режима против белорусов. Если вы считаете, что мы кого-то незаслуженно обделили вниманием, пишите нам. Ссылка в описании. Одна из причин устойчивости режима – максимальная вовлеченность винтиков системы в свои преступления. Ведь если в ней работают честные и независимые люди, то они могут в любой момент взять и уйти, если деятельность перестанет отвечать их личным принципам. Вот они и стараются широкими мазками размазывать грязь по всему, до чего удается дотянуться. Самым ярким примером стала история с рейсом Ryanair, где спецслужбы обманом вынудили посадить самолет в Минске. Тогда с рейса были сняты и задержаны Роман Протасевич и Софья Сапега. Вы уже много раз слышали эту историю, и я не буду ее лишний раз пересказывать. Здесь важно другое. У КГБ не получилось бы провернуть такую операцию без соучастников среди гражданских структур, связанных с авиацией. В настоящий момент доподлинно известно участие двух персонажей из Белаэронавигации, которые помогали организовывать, а затем и заметать следы преступления. Вот о них и не только мы и поговорим сегодня. Итак, первый фигурант в списке – глава Белаэронавигации Леонид Чуро. Сказать про него можно немногое. Примерный лукашист, дважды был депутатом Минского городского совета, управляет своей организацией больше 15 лет. За это время успел поучаствовать в коррупционных скандалах с российскими подрядчиками и пристроить на работу своих родственничков. Ни на что не намекаю, но на руководящие посты в Республике Лукашенко назначаются только те, на кого есть какой-либо компромат, и чтобы не рыпался лишний раз, и чтобы в случае чего услугу мог оказать. Так что, когда к гражданину Чуро пришли сотрудники КГБ, он не нашел в себе сил отказаться. А что было дальше, выяснило ФБР. 23 мая 2021 года, примерно в 9:45 по минскому времени, Чуро и пока неизвестный спецслужбист пришли в Минский центр управления воздушным движением. Там они заявили местным сотрудникам о предполагаемой угрозе взрыва, хотя самолет еще даже не вылетел из Афин. Что им мешало взять телефон и позвонить в полицию Греции? Вопрос риторический. Чуро и ГБист рассказали сказку о том, что воображаемая бомба взорвется, если самолет долетит до Вильнюса. Именно под их чутким контролем диспетчеры были вынуждены врать и убеждать экипаж самолета, что угроза реальна. Чем все кончилось, вы и сами знаете. Самолет сел в Минске, заложники были захвачены. И тут у меня остается только один вопрос. Осознает ли Чуро, что стал соучастником акта воздушного пиратства и на долгие годы станет разыскиваемым преступником, как настоящий террорист? Второй товарищ по несчастью. Замгендиректора Белаэронавигации Олег Козючец. Еще один прикрытный деятель. Поначалу он был помощником Чуро по общим вопросам. Я не шучу, так официально его и называли. Известно о нем немного. Как правило, он появляется в сети только в связи с инцидентом о гибели коз и исправным участием в избирательных комиссиях от Лукашенковской Белой Руси. И на досрочных выборах в один из дней он завысил явку в 7 раз. С 52 до 373. Неудивительно, что на его участке Лука победил с результатом 66,6%. В инциденте с посадкой самолета он занимался тем, что умеет лучше всего – фальсифицировал показания. В начале июня он инструктировал диспетчеров, как именно надо составить доклад о происшествии. Мол, о бомбе сотруднику по телефону рассказал его непосредственный начальник, а не директор всей конторы Чуро с ГБистом, которые пришли за несколько часов до самолета. На замечание о том, что все переговоры записываются, Козючец ответил: «Я попрошу техников позже убрать все это». Лукашистам нет разницы, что фальсифицировать – протоколы о выборах или доклады о воздушном пиратстве. Третий фигурант тоже попался на лжи. Это Артем Сикорский, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций. Именно он зачитывал то самое письмо от ХАМАС, которое сочинили чекисты, но забыли вовремя отправить. И он же потом с пеной у рта доказывал, что режим все сделал правильно, что угроза была на самом деле и тому подобное. Правда, потом начал намекать на неких провокаторов, что начали публиковаться в интернете. Посмотрите. Провокация. Но провокаторы выдали себя на том этапе, когда они слишком рьяно начали поститься в интернете. И про политизацию гражданской авиации он говорит совершенно верно. Правда, вопросы задают совсем не в ту сторону, куда надо. Так что за свое вранье и прикрытие спецоперации режима он получил заслуженное место в нашем выпуске. Я уверена, что они убеждены в своей безнаказанности и в том, что гражданин Лукашенко их не выдаст. Но история показывает, что авторитарным режимам плевать на своих шавок, и их сливают, как только это становится выгоднее, чем их содержать. Примером тому будет история старого друга Лукашенко, ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Как и все автократы, кончил он быстро и так плохо, что усатому это икается до сих пор.
Каддафи – фигура настолько одиозная и отбитая, что про него можно снимать отдельные сериалы. Он вел Ливию по своему особому пути и был в жестком противостоянии с Западом. Настолько жестком, что не гнушался и откровенного террора. В декабре 1988 года жители шотландского города Локбери услышали страшный грохот. За несколько минут мирные кварталы превратились в горящие руины, и повсюду были разбросаны тела, в том числе и детские. Через несколько часов люди узнали. Над городом взорвался пассажирский Боинг, летевший из Франкфурта в Детройт. Погибло 259 пассажиров и 11 местных жителей. За дело взялись британские следователи и ФБР. Они выяснили, самолет взорвался в воздухе. Позже была определена взрывчатка, а далее воссоздана спрятанная в магнитофоне бомба. На обрывках одежды со следами взрывчатки была найдена бирка, что вывело на магазин, где их купили, а там опознали покупателя. Им оказался Абдельбасет Аль-Миграхи. Формально начальник службы безопасности ливийской авиакомпании, а по факту сотрудник разведки. Затем вышли на еще одного подозреваемого Ламина Халифа Фимаха. Совбез ООН ввел жесткие санкции против Ливии. Запрет на военно-техническое сотрудничество, на поставки оборудования для нефтедобычи, запрет воздушного сообщения с Ливией, снижение дипломатического представительства и многое другое. Каддафи долго держался, ведь торговать нефтью ему не запретили. Но санкции и международная изоляция сделали свое дело, и непреклонный пошел на уступки. Тут важный момент истории. Для начала диалога о снятии санкций в 1999 году Каддафи передал Западу двух подозреваемых в совершении теракта. Затем состоялся суд, где Фимаха оправдали, ведь там суд настоящий, а Аль-Миграхи был приговорен к пожизненному заключению. Каддафи частично признал ответственность за теракт, мол, взрыв был организован официальным лицом, но государство не имеет к этому никакого отношения. Далее диктатор выплатил огромные компенсации родственникам погибших. Санкции были сняты, и Каддафи возобновил отношения с Западом. Но это ему не помогло, ведь если держишься на силе, крови и штыках, никакие деньги не усмирят народный гнев. Разразилась гражданская война, и всенародно любимого вождя растерзали благодарные граждане. Лукашенко это понимает как никто другой и смертельно этого боится. А что касается наших фигурантов, им стоит хорошенько подумать об этой истории. Да, можно рассказывать, мне угрожали, и я только выполнял приказ, но факт остается фактом. Как только ситуация изменилась, диктатор сдал своих пешек. То же самое будет и с белорусскими прихлебателями, что из авиации, что из пока не названных сотрудников КГБ. Уверена, их имена мы скоро узнаем, и всем воздастся за содеянное. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч в эфире. Живи Беларусь!